Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Окна» на YouTube и РУТУ платформах Российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий Фархат Ибрагимов. В нашей программе с нашими экспертами и гостями мы обсуждаем, дискутируем и говорим о наиболее важных и заметных событиях, прошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. Мы сегодня поговорим о большой игре, поговорим сегодня о большой политике, я бы сказал даже о геополитике. И на наш взгляд, наиболее уместным затрагивать эту тему будет сегодня с человеком, который глубоко разбирается в геополитических аспектах международных отношений и мировой политики в целом. У нас сегодня на прямой связи геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, я вас приветствую. День добрый. Спасибо, что нашли время с нами сегодня поговорить. Благодарим вас за уделенное для нас время. Андрей Юрьевич, у нас, когда мы готовились к нашей с вами сегодняшней встрече, к нашей программе, возникло немало вопросов в связи и с постсоветским пространством. Конечно, бы хотелось бы отметить еще и про наше, скажем так, наверное, геополитическое столкновение двух цивилизаций, восточной и западной. Надеюсь, нам с вами хватит времени, чтобы обойти все эти вопросы полностью, хотя, конечно, об этом можно говорить много. Но начнем вот с чего. На прошлой неделе президент России Владимир Путин совершил государственный визит в Республику Казахстан. И надо сказать, что этот вопрос является для нас очень значимым и важным, потому что постсоветское пространство, Казахстан для нас не чужая страна, очень значимый для нас аспект. И вообще Центральная Азия, Средняя Азия – это регион, который исторически представляет большой национальный интерес для нашей страны. Визит прошел довольно успешно, об этом очень много говорили, но тем не менее хотелось бы вашу точку зрения услышать, как бы вы оценили бы итоги государственного визита российского лидера в Казахстан, что можно здесь подчеркнуть и насколько сегодня Центральная Азия является для нас очень по-настоящему значимой и важной в совокупности, несмотря на то, что Запад, конечно, пытается сделать все, чтобы оторвать не только Центральную Азию, но и вообще все постсоветское пространство от нас во всех смыслах этого слова. Да, друзья, смотрите, на самом деле ситуацию нужно рассматривать все-таки в более широком контексте и больше сейчас на перспективу смотреть, поскольку мы находимся в очень непростое время, когда ломаются те вещи, которые кажутся нам незыблемыми. Причем мы сейчас говорим даже не столько о мире Пакс Американо, который заканчивается, когда этого закончился Пакс Британика, и, собственно говоря, было. Мы сейчас говорим на самом деле о такой важной вещи, как завершение существования капиталистической мир-системы, завершение существования периода доминирования европейской цивилизации. Причем это доминирование не означает, что оно переходит куда-то. Это означает, что те формы, когда оно было доступно, больше не работают. Что та мир-система, которая была глобальная во главе с Америкой, более не работает. Не появится конкурента, не появится аналога. Мы выходим в эпоху, когда до этого мы 30 лет примерно после окончания Холодной войны ключевым моментом в противостоянии была экономика. То есть все законы смотрели через экономику, все вопросы решали через экономику. Сравнение мощи стран было по размеру ВВП. Все. Мы сейчас зашли на ближайшие 30 лет в период, когда основным аргументом будет вооруженная сила. Мы вошли в эпоху войн и катастроф, который очень серьезно ломает. Это будет очень жесткий мир реал-политик, где принципы, которые были совсем недавно, перестают работать. Где перестает действовать принцип «заплатите нам, чтобы мы вас поддерживали». Мы переходим к принципу «сколько вы нам заплатите, чтобы мы вас защитили». И вот эта парадигма, она начинает господствовать, начинает доминировать. И это ближайшие десятилетия. В условиях очень серьезных изменений, разрушения, краха мира. То есть вот то, что было в 90-е годы, когда распадался Советский Союз, как все трещало, вот сейчас также будет трещать весь мир. Мы к этому приходим. То есть когда году в 18-м я это все начал прописывать, собственно говоря, в книге это ушло, и в статьях было, в заметках и выступлениях, это смотрелось как удивительно. Как это будет? Вот сейчас мы живем в этом мире. Вот Андрей сценарий, Юрьевич, да, вот да. именно вот надо четко учитывать, что если мы уходим с текущего временного периода, то все абсолютно по-другому смотрится, причем оно, с одной стороны, жестко, с другой стороны, это шансы. Но шансы не то, что не всем, а очень немногим.
Вот как раз в этом-то и весь фокус вопроса заключается, в том, что все же, конечно, Запад своих попыток не оставляет сделать все возможное, чтобы нас как-то попытаться в некотором случае изолировать, но мы видим с вами по БРИКС, мы видим с вами по даже тому же СНГ, к которым могут скептически относиться так или иначе, но тем не менее мы видим с вами, что к нам тянутся. Саммит Россия-Африка проходит успешно. Лично присутствовал дважды за последние 2 года на Петербургском экономическом форуме и видел огромное количество иностранных делегаций, причем, что самое интересное, и западных в том числе, просто они, конечно, боялись на камеру высвечиваться, потому что их там потом будут чуть ли не репрессировать, но это как бы отдельный разговор, но тем не менее они тоже есть. И как бы все равно мы видим с вами, что тем не менее Запад почему-то считает, что с нами можно по-хамски разговаривать. Андрей Юрьевич, как это можно объяснить, на ваш взгляд? Ну, смотрите, во-первых, есть такая вещь, как инерция системы, инерция Мгм. мышления. Не в том смысл, что сейчас к России тянутся. Мы играем свою игру, свою линию. После распада Советского Союза у нас долгое время мы пытались или стать частью Запада, собственно говоря, разговоры об этом были, и о том, что мы станем частью НАТО, мы будем строить вместе Европу. Разговор про Париж, Берлин, Москва – это ось, это не Европа от Лиссабона до Владивостока, это именно Париж, Берлин, Москва, то есть тройственный союз. Это было. Собственно говоря, под это дело в нулевые годы много чего творилось в геополитике. Мы это развивали. Если вы помните 2003 год, начало операции в Ираке, вторжение в Ирак, он не прошел через Совет Безопасности, потому что Франция тоже выступала против. Не только бы Россия заветировала, но и Франция. Это был такой момент. Потом, соответственно, и Ширака, и Шрёдера убрали, поставили Меркель и Саркози, мы понимаем, к чему это пришло. Сейчас мы наблюдаем, собственно, крах этого. То есть это был другая логика, другой мир. То, что мы наблюдаем сейчас, это, по сути, происходит переход от однополярного мира, парадигмы, к парадигме многополярного мира. Но это промежуточная стадия. Дальше будет переход между многополярным миром и миром панрегионов. Потому что мы дошли до предела, у нас катастрофа мировая, у нас не появляется новый мир системы. Мир стал очень сильно связан, не может появиться нового центра, плюс закончился период 400 лет капиталистического расширения и ограбления. Это важные вещи. И вот то, как кто чего сейчас смотрит, это недолгая игра. Мы должны понимать, что да, мы сейчас говорим вещи о многополярном мире. Мы сейчас пытаемся привлечь. Но в реальности мы уже вовсю строим мир панрегионов, то есть где будут блоки, где принципы и законы мировые, общие, исчезают, где каждая большая страна в своей зоне влияния определяет свои законы самостоятельно. Это вот очень важно понимать момент. И поэтому те вещи, которые остаются от старой системы, те вещи, которые инерционно остаются, они будут умирать тоже постепенно. В принципе, для того, чтобы развиваться в стране, для того, чтобы этническая система развиваться в будущем, нужны 3 базовые вещи. Первое – это естественные производительные силы. Это природные ископаемые, это почва, это вода, это много еще чего, но это именно то, что дано, то, что у России в избытке. Следующий момент, который очень важен, это пассионарность, не демография, не численность. Мы приходим в мир, где этническая принадлежность определяется не кровью и записью в паспорте, а культурной самоидентификацией. Если человек говорит, что человек знает русский язык, знает русскую культуру, любит ее, считает себя русским, хочет, чтобы его дети были русскими, и все вокруг русские тоже считают его русским, он русский. Каким бы эфиопом он при этом не был. То же самое с другими нациями, абсолютно, да. То есть мы выходим в эпоху, поскольку вторая половина 21 века, это после эпохи войн и катастроф, будет период войны именно идей, империй, смыслов, за умы борьбы. И вот это там будет ключевой момент. И вот мы туда идем. И учить еще момент, третий момент, который важен. Наука и технологии свои, на своем языке, в своей культуре, свои принципы, локализованные. Если у вас этого нету, все. Плюс границы закрываются. Мир получил прививку мультикультурализма, он посмотрел на Европу. Мы сейчас будем возвращаться к системе, когда свободное движение людей исчезает. Свободное движение людей, капиталов, информации, услуг – это событие последних 30 лет. Глобализации, все, это закрывается. Мы приходим к ситуации, когда приехать в чужую страну и остаться там жить, это нужно будет очень постараться. Это когда единичные случаи будут. Вот мы туда возвращаемся. И вот к этому нужно привыкать.
к разрушению связанности. Это другой мир, более жесткий. Я бы сказал, даже очень жестокий. Знаете, звучит жестко, я вам скажу, Андрей Юрьевич, потому что действительно, на самом деле мы с вами становимся свидетелями вот этого разрушения, вот этого старого миропорядка и формирования нечто нового. Причем, надо сказать, очень сложно себе представить, как это все будет в совокупности осуществляться, потому что, опять-таки, речь о макрорегионах, о панрегионах идет последние 10 лет, хотя на Западе довольно высокопарно, высокопафосно заявляли о том, что это невозможно, потому что мультикультурализм себя оправдал. Во всяком случае, они так говорили последние там 20-30 лет, но, собственно, как вы совершенно справедливо отметили, мы видим с вами на примере Европы, той же самой Франции, особенно Германии, к чему все эти игры в мультикультурализм так привели. Но ситуация на Ближнем Востоке тоже на самом деле нас очень серьезно беспокоит, потому что, как вы видите, там тоже происходит довольно очень разного рода турбуленции, хотя вроде как Израиль с Ливаном подписали соглашение о перемирии, но там есть Турция, там есть Иран, там есть арабские монархии залива, каждый по-своему относящийся к России довольно неплохо. Да, 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 Смотрите, да. нет, там все веселее. Так. Понимаете, когда мы начинаем пытаться понять, что происходит, мне очень, было время, было интересно почитать просто комментарии. Как правило, это все сводится, они все сошли с ума, творят какую-то дичь. С точки зрения рационального дискурса, то, что там происходит, это дичь. Вообще Но да. вот. А когда мы начинаем смотреть, давайте представить ситуацию. Соединенные Штаты прекрасно понимают, что они уходят из восточного полушария, что империя надорвалась. Что в свое время, когда Советский Союз надорвался и не смог удержать треть мира, у нас экономика была 12,5% от мировой. Сейчас, если мы начинаем считать реально честно, США будут уже ниже. Не надутая экономика, не вот эта вот вся пена, которая сходит, а именно вот реальную экономику, которая была сейчас, уже ниже. И они весь мир удержать не могут. И они уходят. Следующий вопрос. Вот что такое геостратегия? Это не просто геополитические рассуждения, как оно что есть, модели. Нет. Это ко всему этому добавляется стратегирование за каждого игрока. Условно говоря, я беру, например, и стратегирую за Латинскую Америку. Я стратегирую за арабский мир. Я стратегирую за Китай, за Индию. Это я все прописал в свое время. И когда ты смотришь глазами, собственно говоря, стратега, находясь в терапевтической позиции, стратегической позиции, что бы ты делал, if I were you, в этих условиях, ты прописываешь, ты понимаешь, что происходит. А вот теперь давайте вместе дружно попробуем понять. Соединенные Штаты понимают, что они надорвались, что они будут уходить из восточного полушария, с Ближнего Востока, с Европы, потом с Восточной Азии. Что им важно? Чтобы никто не занял их место. Никто. Следующий момент. Кто претендует на то, чтобы занять их место? Китай. Главный враг. Россия претендует, чтобы стать гегемоном в мире или в полушарии? Нет. Мы не тянем, нам своего бы называется разобраться, у нас будет куда расти, чем заниматься, но это не мировое господство. Нам это и не нужно. Если даже культурно мы не хотим этого. Следующий вопрос. Если США уходит, Китай остается, что получает Китай сразу? Ресурсы всего полушария. Ресурс, собственно говоря, один пояс, один путь – это не торговый караван, это не шелковый путь. Это интеграция всех этих стран в китайскую экономику, в китайскую систему. Это тот же самый панрегион большой. И вот теперь США видит, что вся нефть и газ, вся энергетика Персидского залива будет идти в Китай. Что должен сделать игрок на месте Соединенных Штатов, чтобы остановить развитие Китая? Прекратить доступ нефти и газа. Проливы, взрыв Персидского залива, да. А теперь посмотрите с этой точки зрения на все, что творит Израиль, все, что творит Хамас, все, что творят все остальные. Израиль раз за разом провоцирует ситуацию, повышает ставки. Ему нужен хаос, ему нужно, чтобы вокруг него 7 миллионов, грубо говоря, палестинцев, которые есть на его территории, плюс там, включая внутренних арабов, были выселены куда подальше, потому что когда Америка уйдет, Израиль умрет. Без внешней поддержки им нужно максимально себя сейчас, пока за ними стоят США. Дальше, соответственно, Персидский залив должен заполыхать. В Персидский залив должны прилететь ракеты, разбомбив полностью все производство, всю нефть и газ. Дальше вопрос Ирана. Персы – очень древняя, мудрая цивилизация. Персы пошли на подъем. Каковы противоречия между Израилем, евреями и персами? Их нету.
Все, нету. Между США и персами их нету. Поэтому конфигурация, когда Персидский залив горит, его забирает потом Иран, и через 5-7 лет он восстанавливается и живет, для Ирана это замечательный сюжет. Потому что все арабские монархии Персидского залива – это территория, где население, ну, в большей части, или шииты, ну, если Оман и Бадиты, ну, в общем, это территория, где как раз Иран замечательно устроится, где суннитские династии, а там шииты. Ирак – шииты, Кувейт – шииты, вот это вот все. Восточная провинция Саудовской Аравии нефтегазовая – шииты. Бахрейн, вот, да, Ливан. ну, Ливан – это отдельная история, там у Ливана там, другая дата, там да. интереснее будет сюжета. И у нас получается Да. ситуация, когда США нужен там взрыв, конфликт. Не прямо сейчас, а в ближайшие несколько лет. И вот они к этому идут. Сколько раз Израиль мог все это остановить? Ну, с десяток минимум за последние 1,5 года. Причем даже без потери лица. Давайте говорить вот так вот. Это точно. Это точно. Сколько было воплей, криков, что за последние, там, ближайшие несколько недель Израиль внутриполитически Нетаньяху потеряет власть. Друзья, год прошел. Все хуже, хуже и хуже. И с Нетаньяху все в порядке. Потому что элиты приняли решение, как в свое время британские элиты приняли решение делать Брексит, выходить из ЕС, то же самое сейчас и США, и Израиль, и часть западных элит прекрасно понимают, что им нужно, чтобы между Китаем и Европой вот был этот вот хаос горящий. И они будут его поджигать. И в этом, вот в этом логика. Андрей Юрьевич, то есть вы хотите сказать, что все эти процессы, они контролируемы, получаются, так или иначе? Нет, слово контроль не совсем корректно. Да, Они, скажем вот. так, осознаны. Вот. Мир это система детерминированного хаоса. Условно говоря, у нас нет предопределенности. Есть несколько вариантов будущего, в которых мы можем оказаться. И эти сценарии мы можем все описать. Ну, то есть сценарии, которые более-менее вероятны, то есть там вероятностью 95% в сумме, их всего 3, 4, 2, максимум 5. А все остальное это мелкие хвосты, которых, да, вот, ну, какова вероятность того, что прилетит астероид, упадет рядом с побережьем Китая, и Китай смоет? Есть такая возможность? Возможность есть. А какова вероятность? 0, туда. Вот то же самое. Вот все эти хвосты, да-да-да. Сейчас откроется нуль телепортация, пройдят люди. И мир вот так вот. Мы смотрим базовые вещи, сценарии, аттракторы, и начинаем смотреть, какой из них может быть. И люди, которые планируют, которые знают, они исходят из того, что да, траектория может меняться в пути, но сильно изменить не получится. Если Соединенные Штаты должны были пасть, ты можешь сдвинуть на год, на 2, ты можешь как-то отодвинуть, можешь что-то придумать, но переделать не получится. Андрей Юрьевич, вот мне такой вопрос возник. А получается ли, что победа Трампа – это как раз результат того, что глубинное государство понимает, что оно теряет какую-то свою мощь и хочет через Трампа эту мощь сохранить? Ведь он говорит, что давайте сделаем Америку снова великой, давайте сконцентрируемся на нашей экономике, на внутренней политике, а потом уже дальше вновь продолжим, значит, свою работу по оккупации всей планеты. Вот как вы к этой теории относитесь? Есть такое очень неправильное слово здесь, слово глубинное. На нем Убираем слово глубинное, слово государство. Американское государство, нет дипстейта. Дипстейт это изолированное определение сказка, которое мешает логике. Ничего не меняется. Система англосаксонского управления последние лет 100-150 не менялась. Точно так же были люди, которые принимают решения, вот и их отличие от нашей. У нас те люди, которые принимают решения, те люди, которые наверху в статусе, это одни и те же люди. А у них те люди, которые принимают решения, они всегда спрятаны. Есть марионетки. Очень редко люди, которые из самовласти выходят. Да, бывают, там мы можем начать перечислять, кто там реально был из, там, вплоть до барухов, например, поднять, которые пытались выйти, там, какие-то вот еще моменты. Но когда мы начинаем реально смотреть, мы видим, что есть люди, которые абсолютно витрина, есть люди, которые промежуточные, есть люди, которые скрытые. И личностно периодически происходят изменения. И ничего за 150 лет не менялось. У них есть свобода, равенство, братство, есть фетиш демократии. Но он есть. Они под него делают. Но реально это ни на что не влияет. И когда люди сейчас в рамках информационного общества начинают копать,
Ну, они спрашивают, ребят, называется, а почему вот это происходит? Почему это не соответствует? И для того, чтобы люди не копали, им придумали изолированное определение. Deep State. Вместо того, чтобы сказать, что, ребят, это обычная система нашего управления государства. Мы вам врали 150 лет. Вот оно вот так вот, оно всегда так было. Это злой Deep State. Знаете, как вот кукольный театр, марионетки. И мы всерьез обсуждаем, что есть некая темная хтоническая гадость, кукольник, который мешает марионеткам красиво выступать. Что если убрать кукольника, да, марионетки начнут сейчас выступать. Друзья, нет. Это красивая сказка, чтобы мы не копали, чтобы мы не сказали, что, ребят, ну там вообще в принципе никакой демократии, вот всего этого нет, это все бред. По поводу Трампа, с Трампом веселее. Фактически, да, вот эта вот англосаксонская система консенсуса, ее очень нужно понимать, это система первой среди равных. То есть 8-10 тысяч элитариев, вот они есть, называется, которые более-менее равны. Кто-то чуть лучше знает, кто-то чуть хуже. И определяется движение мира их консенсусом. То есть некие правила, некие механизмы игры, по результатам которых определяется, куда двигаться. Вот выборы, которые здесь проходили в США, это игра. С некими правилами, с возможностью шулерства, нарушения их. И вот фактически там есть те, кто активно, а те, кто нейтрально примыкает к одному и другому, и сформировался консенсус. И мы очень должны внимательно смотреть, когда мы говорим о США, четко понимать, что, во-первых, изначально это всегда вот эта вот игра идет, но в последнее время прошел очень серьезный раскол, последние годы. Раскол между чем будет США в будущем? Государством или кластером транснациональных корпораций? Это перестало быть совместимым. И раскол стал цивилизационный. В принципе, то есть одни говорят Америка great again, Америка отцов-основателей, а другие говорят, нам наплевать на Америку, это такое же государство, как и все остальные, должны быть корпорации, которые кочующие элиты по миру, у того же Атали, это вот отсюда. Это разные принципы. И раскол стал такой, что они все больше и больше расходятся, и сейчас это уже, 20-й год гражданская война была нормально. Сейчас они проскочили вариант, им уже не поможет. Там хуже, называется, все стало. Но они пытались спастись. Причем они четко начали понимать, что мир-система американская, однополярный мир, он ограничен. Они это понимать стали примерно, где-то в 2008-2009 году, 2008-2009 год, во время кризиса, они начали пытаться реформировать Бреттон-Вудскую систему финансовую. Первый G20 в формате президентов, до этого это был просто сборище ни о чем. Это были как раз их повестка была реформирование финансовой системы. Первые пункты. Где-то года до 12-го. И потом стало понятно, что ничего из этого не выходит. И тогда у них появился новый план. Этот план был транстихоокеанское торговое партнерство, трансатлантическое торговое партнерство и соглашение об услугах. 70% мировой экономики должно было быть внутри. Это очень резкое падение статуса национальных государств. То есть появлялись суды, которые решали процессы между американскими корпорациями, вообще транснациональными корпорациями и государствами. То есть условные там Филиппины вводят налог на что-нибудь, корпорация, которая не нравится, подает в суд на Филиппины. Суд независимый, международный, принимает решение, Филиппины отменяют закон. Вот это было все прописано. И это было всеми подписано. То есть где-то году в 2014 это было согласовано. Это было все как раз под это дело. Хиллари Клинтон была госсекретарем. Но это было закрыто. Причем это закрыто было не Трампом. В 2015 году Барак Обама это все прикрыл. Закрытие транстихоокеанских этих всех партнерств и соглашений об услугах произошло Обамой, который демократ, который вот вроде как за корпорации. Но тогда стало понятно, что продолжение движения – это уничтожение Америки. И они были к этому не готовы. Они захотели альтернативный план. Альтернативный план стал антикризисный менеджер Трамп своими идеями. И он пришел, и он начал наводить порядок. Но он начал наводить порядок очень больно. Когда всегда антикризисный руководитель приходит в большую корпорацию, становится очень-очень больно. Десятки процентов людей на выход, куча бизнесов сокращаются, схему ломать, и он начал ломать ее. И они начали искать новый консенсус, варианты, потому что не очень хотелось результата. И они его нашли. И это было инклюзивный капитализм, глобальное потепление, принудительная медицина. И 2020-2021 год именно под это дело был поставлен Байден. Просто вот это проект.
То есть это чек-проект, грубо говоря, который должен был это все прокрутить. И это было запущено. Вспоминайте вот события, как оно было, как всех туда загоняли. Ну и мы шли дружной колонной, от этого отбиваясь, саботируя, останавливая, где-то делая вид, что вы все это согласны. Просто информационную повестку вспоминайте все этой зеленой мути. И в конце 2021 года, да, получилась вдруг ситуация, ну просто как бы для людей, хоть немного понимающих, ну там школьные программы, вот, которые могут посмотреть, как это все происходит, которые могут посмотреть, что такое палеоклиматология. Но просто для понимания по поводу потепления, мы сейчас живем в криоэру. За последние лет 220 миллионов у нас сейчас вот самые холодные 70 тысяч лет за историю. Последних 220 миллионов с предыдущей криоэры. Криоэра это когда экватор перекрыт материками и на полюсе находится материк, то есть такой холодильник. То есть сейчас температура очень низкая в средней по планете, просто вот естественные. Плюс каждый в районе 94 тысяч лет происходит смена. Вот у нас сейчас ледниковый период в Голоцене 11 700 лет назад закончился. Сейчас у нас заканчивается межледниковье. В любой момент у нас сейчас может начаться ледниковый период. Это льды наползают на материки. Но это лет 500, от 500 до 1000 лет будет. То есть как бы нам этого хватит более чем, то есть, чтобы все перестроить. Но просто для понимания. И вот эти вот локальные изменения, ну, 1100 год нашей эры Атлантический оптимум. 1600 год нашей эры локальный малоледниковый период. Когда в Москве-реке посреди лета лед встал, когда в Голландии на коньках катались. 2100 год какой будет? Локальный оптимум. Ну, друзья, как бы, конечно, температура растет, но естественно растет. И вот на этом пытались сделать все. Ограничить развитие. Не прошло. В G20 в Риме, потом сборище в Глазго в конце 2021 года, большая часть незападных стран крупных, Китай, Россия, Индия и далее называется везде, сказали, что они не согласны отстрелить себе, скажем так, что-либо, да, называется, да. В принципе, тестикулы, да. И продолжать развиваться, и все. Если мы возьмем книгу Клауса Шваба начала 22 года, еще до СВО, он фактически, то есть Клаус Шваб, он делает опрос полусотни экспертов, признанных западных, и делает эссе, ну, резюме вот этих эссе. И он, по сути, пишет, что, ребят, на ближайшие 30 лет глобализм все, не получится, мы должны действовать и прочее, все. Это начало 22 года. До всех событий, то есть как бы разрушение. Плюс в апреле 22 года была интересная, вышла книга Фрэнсиса Фукуямы, ну такая новелла, где он, это тот чудный человек, который рассказывает ровно то, что называется, как бы, доводит точку зрения, который рассказал, что национал-либерализм это в принципе хорошая вещь. Национализм и либерализм могут существовать. Наберите Фрэнсис Фукуяма, 22 год, апрель, шикарная вещь, прямым текстом. Как бы для понимания, куда мир катился. Поэтому, когда у нас началось СВО, да. Тут как бы это было продолжение движения, не более. То есть это мир уже рушится, мы просто первыми из этого выскакиваем. Дальше, соответственно, важный вопрос, что сейчас происходит, почему Трамп? Вот 2 года прошло после завершения инклюзивного капитализма, попытки. Что Америка делала это время? С точки зрения удержания глобального лидерства? Ничего. Она плыла по течению, потому что планов нету. И приход Трампа, у них альтернативы нету. Они не знают, что делать. Была попытка читы Клинтонов опять влезть со своими идеями, собственно говоря, ротация Байдена на Камалу Харрис, это была попытка Клинтонов и стоящих за ним опять ультраглобализм запустить. Все-таки это клинтонская история с Камалой Они Харрис. являются одними из самых активных и дурных участников. За ними куча кланов, куча интересов, то есть там просто они олицетворение. Не в том смысле, что это люди. На Западе, вот в англосаксонской системе нет личности, которые способны повернуть ход истории. У них консенсус. Когда у нас в начале 22 года, в феврале, президент фактически в прямом эфире принимает присягу, и вся страна идет, личность в истории, мы видим, что у них такое невозможно. В принципе. У них четко понятный консенсус. Личность не может быть такой силы. У них каждый из элиты может через одного там или напрямую встретиться с каждым. Одни все учились в одном месте, в одних наборе вузов. Они работали в одних структурах. Они всю жизнь на 3-4 разных
синекурах, переходя с одной на другой, тут министерство, тут какой-нибудь фонд, тут корпорация. То есть их уровень, им нет необходимости становиться миллиардерами. Им нет необходимости, хотя мы понимаем, что активы отдельных крупных семей исчисляются в триллионах долларов, но им нет необходимости это все на себя писать. Зачем? Если у тебя есть сервер, в котором записана игра, зачем тебе в ней играть и качаться? Ты можешь в любой момент подключиться к ней под админский контроль и несколько циферок поменять. Все. Вот это их логика. Они в этой логике живут. И весь мир, они считали, что им подотчетен, подконтролен. Оказалось, нет. И мы сейчас ломаем. Возвращаемся к Трампу. Да, Когда да, стало понятно, это что альтернативы просто проекта нету, ну нету проекта, значит, будет возвращаться Трамп. Будут продолжать свой антикризис. Потому что других вариантов нету. Все. И обратите внимание, за Трампа проголосовало практически столько же, ну там плюс-минус, ну, как порядок. То есть Байден победил именно за то, что армия зомби, примерно в районе 10 миллионов, просто пришла и за него проголосовала. А когда пошла Камала Харрис, чего не было консенсуса, что это есть, просто инструменты, которые включали восстание зомби, не были подконтрольны. Они попытались неудачно. Бросили, называется, ва-банк, попытались убрать, то есть начать играть против. Тот же Обама был против Камалы Харрис и до последнего не хотел признавать ее выдвижение, то есть это было сделано очень, называется, в противовес. И в итоге, когда за дни, не там, даже недели до всего происходящего ключевые демократические, поддерживающие вообще глобалистов СМИ заявляют о нейтралитете, чего не было уже лет 40, просто вот они никогда не были нейтральны. То они заявляют, это как бы сигнал, на уровне элит сигнал, что мы не будем это делать. Вот и получили, и посчитали. И сейчас опять вернется Дональд Трамп, который будет делать зачистку, который будет проводить антикризисное управление, убирать лишнее, который точно так же будет взрывать Ближний Восток, точно так же будет вводить эмбарго, ограничения против Китая, чтобы тот не вырос, и много еще чего. То есть вы не верите в то, что он такой голубь мира, который будет готов прекратить все войны на земле, и что он готов со всеми, даже с самим дьяволом договариваться, со всеми там по всем вопросам? То, что он готов договариваться, я верю. Но, друзья, это дико рациональный, жесткий, циничный и умный человек. Не надо обманываться его видом. Он умный. Вспоминайте первый его срок, как он, по сути, получил нагрузку от республиканской партии, черт знает кого, кто его предавал. Он это пересилил. Он, соответственно, прожил это время, вот 4 года, когда его гнобили и всячески давили, и он опять поднялся. Кого он сейчас назначает, это абсолютно его люди. То есть он под контроль загнал все, что можно. То есть, как бы. Поэтому, друзья, это очень умный, как бы, ну, понимать четко человек. Как, он может быть не самый умный интеллектуально, но он мудрый, с очень большой чуйкой. И он рационален. Он цинично рационален. Он будет действовать, исходя из общих своих интересов. Не исходя там из какого-то идеологического бреда. С ним можно договариваться. Он будет вести переговоры с кем угодно. Но он будет смотреть интересы Америки. Не глобального мира, не идеологии. Четко интересы Америки. С учетом того, что интересы России и Америки сейчас вот так вот разошлись уже, он для нас просто замечательный. Андрей Юрьевич, а в таком случае, что будет делать Европа, на ваш взгляд? Вот Франция особенно интересует, Британия и Германия, вот эта Евротроечка. Ну, друзья, знаете, вот когда мне, например, периодически на совещании что-то какое-то начинается, давайте вот мы вот что-нибудь пообсудим, давайте послушаем, периодически я говорю, давайте позовем Зину. Это как Зина. Я говорю, ну, уборщица у нас вот на нашем этаже, вот тут вот, давайте ее еще спросим по этой теме. И говорит, как? Я говорю, а зафига? Вообще, кто это? О какой субъектности мы можем говорить с точки зрения Европы? Да, Британия это отдельная история, у Британии своя стратегия, они ради этого из ЕС выходили, они много чего делают, но у них ресурсы ограничены. Они будут пакостить, они будут пытаться вырвать кусок. Ну, стратегия Британии простая. Кого грабим и как долго? Все. Это стратегия, когда мы говорим, когда у нас вот стереотипы, британские аристократия, элита, ребята, окститесь. Британская элита это потомки джентри, кулаков-мироедов, перевожу, называется, разбогатевших крестьян, именно мироедов, то есть ростовщиков, пиратов и опиумных торговцев. Все. Там классические элиты, которая была еще до этого времени, не осталось.
И у них подходы точно такие же. А Франция и Германия, там никакой стратегии не будет. Все, как бы консервативных элит там нет. Уровень их возможностей мы посмотрели во время ковида, когда они сдали все. Да, они сейчас пытаются что-то восстановить. Кстати, Но у да. них коридор возможностей крайне низок. Когда я это еще прописывал, в свое время, лет 7 назад, я писал, что им срочно, вот здесь сейчас нужно возрождать армию, полицию. Они только сейчас начали это делать тихо. Причем только полицию пока. До армии даже, называется, руки не дошли. Потому что это надо полностью рвать с НАТО и локально ее делать. То есть, как бы, плюс они просто понимают, что если сейчас они начнут что-то восстанавливать в армии, это что-то тут же отправится помирать в сопредельные с нами территории. Исторические территории России. Там они будут умирать. И они поэтому как бы они занимаются сейчас полицией. В Германии в той же очень хорошо сейчас пытаются полицию поднять. Из полиции исчезли некоренные. То есть если лет на 10 назад это было нормой, и татуированные, с кучей пирсинга, сейчас это, как правило, если идут молодежь, это вот вся именно титульная нация, они идут жестко. Кто-то им не нравится, они тут же физически применяют насилие. Тут же лупят, тут же проверяют с автоматами. Немецкая полиция стала жесткой. Им разрешили, им дали карт-бланш на очень много. Это вот последние буквально, где-то год, наверное. То есть вот это вылезло. До этого были подготовка, да. То есть как бы вот это нужно понимать, что они пытаются. Но до геополитической субъектности им как, до Луны пешком. Очень далеко. Полицаи есть полицаи, вот, Андрей Юрьевич, честное слово. Там не полицаи, там попытка, скажем так, такого уровня жандармерии, то есть какой-то порядок наводить, поскольку, да, то есть там именно вот внутренние войска. То есть это не классическая полиция, это, условно говоря, наш вариант Росгвардии. Вот они это пытаются сейчас поднять, это сложно. У них сейчас начинается законодательство менять. У них начинают урезать раздачу меркелевские вот эти вот деньги за просто так, когда люди, которые работают, получают меньше, чем иждивенцы. Это все сейчас начинает крутиться. Но эти процессы на долгие годы, десятилетия, у них этого времени нет. Поэтому да, они готовятся хоть как-то, но максимум энергии вовнутрь, вовне ничего не выйдет. То есть тут нужно понимать. А дальше называется социально-экономическая катастрофа, и будем наблюдать. Ну вот еще один вопросик такой, Андрей Ильич. Меня просто Франция не может не интересовать, потому что я смотрю, что Макрон все еще пытается на обломках своей какой-то империи, которая когда-то существовала, и она была, и была очень достаточно влиятельной, но тем не менее пытается что-то восстановить. Вот, например, мы видели с вами, что в Африке он потерпел геополитический крах, да, когда режимы одни за другим просто сносили, в прошлом летом мы это наблюдали, и все было понятно. Затем он пытается проникнуть на постсоветское пространство, там, в Армению даже ту же самую, да, пытается ее перетянуть каким-то образом. Не знаю, кому это удастся сделать, но тем не менее он, видимо, очень оптимистичный. Даже в Центральной Азии, в Средней Азии что-то пытается сделать, договаривается там, допустим, еще по другим вопросам. И, конечно же, украинский момент, который тоже меня не может не оставлять равнодушно, потому что видим, сколько легионеров отправляют они туда воевать против нашей армии. Андрей Ильич, а что будет делать тогда Макрон в таком случае? Он же пытается представить себя таким неким независимым игроком, который, будет пусть Трамп, кто угодно, Франция на первом месте, мы будем сами принимать решения. Но мы же сами прекрасно понимаем, что это не так. Тут вы упомянули Армению. Вот есть, собственно говоря, знаете, просто тут очень показательные ситуации. Когда вспоминаю 90-е годы, 80-е годы, я понимаю тот уровень, скажем так, даже можно сказать презрения, который был во всем мире к тому, что мы натворили. Когда во главе страны оказались предатели. Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев, чета Горбачевых. Вот примерно то же самое сейчас пережила Армения, где предатель оказался. Благодаря чудным диаспорам, живущим в западных странах, которые действовали как нужно западным странам, где они живут, не думая о том, что делается. Вот во Франции ситуация примерно такая же. Когда мы говорили, что в 2003 году Франция была против ввода войск в Ирак, когда мы говорим о том, что мы помним эту пробирку, мы помним, что, собственно говоря, а потом Ширак воспринимался как довольно слабый президент по тем временам, на фоне Миттерана, на фоне воспоминаний о де Голле. Ширак. А потом пришел Саркози. А потом пришло вот это вот. А потом Олланд.
бесхребетный, и Да, И то есть Макрон еще хуже. это пришли предатели. Копил. То есть фактически, понимаете, причем как предатели? Когда вам нужно разрушить некую структуру, вот корпоративный опыт, когда вам нужно, чтобы какой-нибудь проект, движение не двигалось, бывают ситуации, когда вот надо. Очень полезно, когда у вас есть инициативные идиоты. Назначаешь инициативного идиота ответственным за этот проект. Все. Вот Макрон инициативный идиот. Он исполняет эту роль. Он говорит одно, делает другое, называется, ничего не получается, а он выгоден. Он уничтожает Францию. Он не дает ей даже одуматься, остановиться. Поэтому о чем-то говорить. Он начинает говорить правильные слова, когда понимает, что совсем все плохо, он начинает говорить про что-то. Но действует он. Смотрите на дела. Да, абсолютно. Кто врет, кто Абсолютно. делает, кто чего и как оно происходит. Все. Какая вера может быть ему? Он последние остатки геополитической веры, возможности там доверия к Франции уничтожил в последние годы. Просто вот все. Он обещал все, что можно, и ни о чем. Плюс, когда мы начинаем говорить о войсках, Франция формально, по-моему, в районе 220 тысяч войск армии. Реально из них боеспособными считали порядка 40 тысяч. Там просто очень сложная, чудная система. Туда военные считаются и водители, там, и бухгалтерия. В общем, все, кто можно, считаются по списку. Реально военных 40 тысяч. На такую страну это вообще ни о чем. По сути, Макрону не хватило нескольких тысяч человек, чтобы удержать Западную Африку. А Западная Африка – это фундамент благосостояния всей страны. Это все природные ископаемые ресурсы, которые они получали бесплатно, по цене доставки. Клондайк, Эльдорадо. Да, просто из нуля создавались. Когда какие-то копейки стоит уран, и говорят, нет, не может быть. Может. На территории Нигера выплачиваются копейки. А потом Кому? транснациональные корпорации на территорию Франции продают уже за нормальную цену, а эту дельту высаживают в офшорах. Да, делятся с Францией прибылью, еще что такое. Это так оно как бы и существовало. И они вот это потеряли, просто цена этого несколько тысяч военных. О какой помощи мы сейчас говорим? Все, кто могли из иностранного легиона, рванули туда в первые месяцы. Те, кто мог, те, кто хотел. Все, нету. Когда у нас говорят, сейчас придут легионеры, ребята, кститесь. Наемники в мире – это не бравые парни из фильмов. Вот эти сотни тысяч наемников в мире – это люди, которые бывшие военные, как правило, у которых есть дети, внуки, пенсии, любимый лабрадор, которые работают охранниками при торговых представительствах, посольствах, плавают с кораблями, у которых четкий, понятный предел риска, который они не переступают. Все, кто мог хотеть, уже туда, уже называется там закопаны, уже погибли. Остальные не полезут. Обеспечьте мне уровень риска такой же, как, они не пойдут. Плюс учтите, что это люди, которые не в штурмовых подразделениях ходят. Другой это охранники. В России есть Росгвардия, а есть ВГУП охраны. Росгвардия мы периодически видим воюющие, а ВГУП охраны это на охране сидят охранники там пенсионного возраста с пистолетами на предприятиях, то есть их задача другая. Вот наемники в мире это аналог ВГУП охраны. Да, плюс называется более дорогие. Люди с оружием, которые просто вот охраняют момент, как охраняют, то есть они должны быть. У них есть функции, но эти функции не боевое столкновение. Поэтому, когда начинают говорить, что вот они что все, кого могли, привлекли. Количество, да, можно еще на скрипси, но это будет не принципиально. Можно со всей Европы, ну, порядка 220-230 тысяч боеспособных со всей Европы набрать. Именно боеспособных. Ну, друзья, это сколько месяцев еще продергаются. Все. И Европа остается вообще без армии. В Европе начинается катастрофа экономическая. Сейчас в Европе идет падение очень серьезной экономики. Когда говорят европейская экономика, производство строилось на дешевой энергетике из России и бесплатных природных ресурсов из Африки. Все. Это все уничтожено. Европа умирает. Пусть налажат отношения с Россией. Они не субъектны для этого. Для того, чтобы налаживать, нужно, чтобы среди элиты были люди способные.
Европейская. Европейская элита – это инициативные идиоты, которых набрали по этому признаку, которые зачищают вокруг себя все, которые не способны понять даже простейших вещей. Ну вот, оно и есть. Кстати, Андрей Юрьевич, вы совершенно точно заметили по поводу того, что некоторые его слова как-то расходятся с делами. Ну, про Макрона я говорю. Я помню, когда он, да, да, практически все. Я помню, когда он летом, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли весной 23 года отправился в Китай, встречался там с Си Цзиньпином. Встреча прошла вроде как успешно. Он вернулся в Париж обратно к себе и говорил довольно очень здравомыслящие вещи, что, мол, без России обсуждать вопросы безопасности в Европе являются нереальными. То есть мы должны обсуждать вопросы вместе с Россией, эти моменты все и так далее, что мы должны с Китаем вместе развивать нашу экономику и все прочее, чтобы у нас Америка там не гегемонила, да, если можно так сказать по-русски. А через 2 дня желтые жилеты выходят на улицы Парижа, и через 3 дня пластинка меняется, и опять Макрон возвращается к этой антирусской, антироссийской истерии, к этой, значит, чуть ли не антикитайской истерии, что вот, значит, так и сяк, значит, мы должны держаться вместе, европейская семья, там еще Боррель своими идиотскими, извиняюсь за выражение, высказывания про то, что мы тут видели джунгли, а они видели европейский сад, так называемый. И как бы, в принципе, я теперь понимаю, почему вся эта ситуация вот в таком отношении, все это происходит. Ну, потому что действительно есть некий такой, скажем так, надзиратель, который контролирует, я так понимаю, речи и дела тех или иных так называемых президентов там Франции и всех прочих. Ну, скажем так, не очень умные люди на коротком поводке. Периодически их могут не привязать, не пристегнуть. Вот они начинают бегать. Что Ага. услышали, то сказали. Ну, Ага. причем, понимаете, была бы еще ситуация, когда действия Европы могли на что-то повлиять. Они уже ни на что повлиять не могут. Все. Точки невозврата давно пройдены. То есть закончилась Европа. Там веселее. У нас на самом деле проблема в том, что у нас закончилась большая часть культуры, цивилизации, которая сейчас существует в мире. Слишком глобализм был отвратительный, и глобализм был такой, ну, понимаете, мы Европу представляем, как правило, как некую западноевропейскую христианскую цивилизацию, а под ней на самом деле сидел очень неприятный гностицизм. Такое, да, такое двоемыслие, дуализм и прочее, прочее, именно вот западноевропейский. Он вот расцвел последнее время. И он мало того, что расцвел, он отравил очень многое. Вот кто сейчас не сможет от этого яда очиститься, тот погибнет. Причем речь идет об очень многих культурах и цивилизациях. Поскольку, ну, 400 последних лет доминирования европейской мысли в общественной сфере, у нас все политические и общественные науки написаны европейскими языками. У нас нет ничего другого. У нас есть ситуации из серии народные промыслы взяли и одели, но не больше. А суть-то такая. Вот пока кто не осознает, кто не поймет, где яд, а где, соответственно, реальность, тот и будет со всем этим сталкиваться. Андрей Юрьевич, мы завершим нашу сегодняшнюю беседу на этом, но мы поставим многоточие, потому что у меня еще остается очень много вопросов, но, к сожалению, по времени мы очень зажаты, да и понимаю, что вы тоже ограничены, поэтому хочу вам еще раз выразить свою признательность и благодарность за то, что вы сегодня к нам подключились и уделили нас время. Было чрезвычайно интересно вас послушать, и я абсолютно убежден в том, что наши зрители тоже оценят по достоинству нашу с вами сегодняшнюю программу. Дорогие друзья, у нас сегодня был в гостях геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Подписывайтесь, телеграм-канал Вестник Кавказа. Смотрите нас на платформах Рутуб, Ютуб и ВК Видео. С вами был Фархат Ибрагимов. Всего доброго.